Бог создал сад и подарил его человеку. Человек превратил этот сад в ад и теперь пытается вернуть его Богу. Мэнли Палмер Холл. Сказки всегда сопровождали нас в детстве. Они несли с собой дух самого детства и являлись отражением тайн мира. Детьми мы мечтали и смотрели на мир чистым взором и открывались ему всем нашим детским сердцем. Мы всегда видели в мире волшебство и чудо. Но что изменилось? Ведь сказки никуда не делись и все еще ждут нас и зовут отправиться в чудесное путешествие к разгадкам тайн нашего магического мира. Почему с взрослением мы перестали воспринимать волшебство и верить в сказки? Потому что мы перестали их читать и стараться понимать их скрытый смысл. А вы знали, что всем известные детские сказки не являются обычными вымышленными историями, а имеют тайный смысл и берут свое начало в глубокой мудрости древнего мира? Известно, что в древности мудрецы передавали знания о жизни и о тайнах окружающего мира своим ученикам с помощью обрядов, которые назывались мистериями. С помощью спектаклей, проводившихся посвященными во время мистерий и олицетворяющих глубинные законы Вселенной, каждый желающий мог прикоснуться к сокровенной мудрости и получить знания о смысле жизни, обрести свою судьбу и стать счастливым. Со временем мистерии с их таинственными спектаклями исчезли, а понимание о законах нашего магического мира было зашифровано посвященными мудрецами в сказки. Так, каждый желающий при правильном понимании значения сказок может получить доступ к древнему знанию. Но каков же истинный смысл сказок? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного углубиться в основу великой древней философии мистерий. Согласно этой философии, человек представляет собой тройственную структуру, состоящую из духа, души и тела. Посвященные говорили, что дух каждого человека обитает в божественных мирах и сообщается с телом человека с помощью его души. Именно развитая душа является проводником законов божественных миров от духа в мир человеческий, к его телу и разуму. Таинства древних мистерий учили, что душа заключена в физический мир, подобно тому, как прекрасная принцесса в сказках заключена злым волшебником в башне. Как и принцесса, душа находится в состоянии ожидания своего возлюбленного принца, который должен ее вызволить из плена и взять в жены. Этим принцем является дух человека, образ которого можно найти во множестве детских сказок. Посвященные в мистерии рассказывали о том, что, соединяясь с духом, душа получает от него знания божественных миров и учится руководить человеческим телом. Так душа дарит телу здоровье и силу, чтобы человек творил и созидал на благо всего человечества, делая мир лучше. Благодаря созиданию и труду человек обретает счастье и покой. Посвященные в мистерии олицетворяли душу человека с женским началом. Дух выражает мужское начало в каждом из людей. Союз духа и души мудрецы древности называли свадебным союзом. Тем самым в древних мистериях с помощью театральных представлений показывалась тайна любовного романа духа и души, где дух соединялся с душой, как принц берет в жены принцессу в сказках и делает душу своей спутницей и богиней. Свадебный союз духа и души был главным мотивом всех древних мистерий по всему миру, а соединение духовного и душевного начала, согласно посвященным, было смыслом жизни любого человека. Так человек способен стать Богом, воплощенным на земле. Вскоре мотив романа и свадьбы духа и души был скрыт в сказке, который каждый из нас слышал в детстве и которые мы читаем своим детям. С помощью сказок каждый, кто понимает их истинный смысл, может вспомнить о своем божественном происхождении, найти смысл своей жизни и стать счастливым. Друзья, напишите нам в комментариях, какая из детских сказок была ваша любимой в детстве и почему. Нам очень интересно. Давайте же теперь окунемся в мир сказок и постараемся понять, о чем же на самом деле в них говорится. Сказка о красавице и чудовище. В этой замечательной сказке говорится о богатом купце, у которого было 3 дочери. Однажды купец отправился в далекое путешествие и предложил дочерям выбрать любой подарок. 2 дочерей выбрали красивые платья, младшая же дочь, которую звали Бель, что в переводе с французского языка означает «красавица», выбрала розу. Возвращаясь домой, купец сорвал в лесу розу, чтобы подарить своей младшей дочери. Здесь возникло чудовище, которое отпустило купца в обмен на то, что красавица станет служанкой в его старом замке. Красавица рассмотрела в чудовище доброе создание и полюбила его. После поцелуя
Чудовище превращается в прекрасного и благородного принца, и теперь принц и принцесса-красавица становятся мужем и женой. В этой детской сказке важными являются символы розы, дремучего леса и страшного замка чудовища, сама красавица и образ чудовища. В средние века символом розы обозначался духовный рост и плодородие. Красавица в сказке – это образ человеческой души, прекрасной своей добротой и благородными наклонностями. Красавица, в отличие от сестер, выбирает розу, обозначая человека, вставшего на путь самопознания и просвещения. Именно образование и просвещение делает из человеческой души красавицу, которая становится плодородной на добрые и созидательные поступки и идеи, и в философском понимании начинает благоухать подобно розе. Чудовище является символом животных наклонностей человека, которые правят в дремучем лесу непонимания и глупости, являясь хозяином в замке, олицетворяющим стереотипное и ограниченное мышление человека. Только обученная и возвышенная душа, облагороженная изучением мудрости и своей внутренней сути, способна приручить животные наклонности человека. Такая душа делает из чудовища, которое живет в каждом из людей, принца, чьи силы направлены на созидание и помощь другим людям. В философском смысле эта сказка призывает облагораживать свою душу знанием мудрости, чтобы обрести власть над собственными животными наклонностями и благодаря этому раскрыть в себе созидательный и творческий потенциал. Только так жизнь человека становится счастливой. Сказка о Золушке. Золушка, которая на английском языке читается как Cinderella, происходит от английского слова cinder, означающего «тлеющие угли». Так в древности мудрецы говорили о человеческой душе, в которой тлеет огонь познания, который при должном поведении человека способен разгореться и облагородить его стремлением к красоте и знанию. Таким образом, Золушка является образом души, которая оказалась во власти материализма, чьим олицетворением является злая мачеха. Пройдя тяжелые испытания мачехи, Золушка, благодаря фее, которая является олицетворением магического или божественного начала в каждой душе, превращается в принцессу. Самые обычные вещи рядом с принцессой наполняются магией и становятся волшебными, как тыква, превращенная в карету, мыши, ставшие красивыми конями, и крыса, превратившаяся в кучера. На балу принцесса встречает принца, который олицетворяет дух человека. Именно дух вызволяет душу из плена мачехи. Он берет в жены душу, соединяясь с ней в свадебном союзе, о котором говорили древние мудрецы. Этот союз олицетворяет объединение духовного и душевного в каждом человеке, благодаря чему жизнь человека приобретает смысл. В философском значении эта сказка указывает нам, что только тот человек, который направляет искренние и благородные порывы своей души на поиск своей истинной духовной сути, является владыкой своей собственной жизни. Роман духа и души одухотворяет такую жизнь и наполняет ее глубиной и силой. Сказка о спящей красавице. Как и в сказке о Золушке, спящая красавица олицетворяет собой душу. Веретено, из-за укола которого засыпает душа, является символом духовных знаний, соприкасаясь с которыми душа, разделенная со своим божественным источником, узнает о своем спящем состоянии в мире материи. Душа спит до тех пор, пока ее не спасает своим поцелуем принц, который олицетворяет человеческий дух. Дух снова освобождает душу от плена материального и пробуждает ее знанием. Принц женится на принцессе, обозначая тем самым процесс одухотворения человеческой души, пробужденной от сна невежества в материальном мире. Эта сказка служит напоминанием всем жаждущим истины людям о необходимости поиска своей внутренней сути и о таинстве свадебного союза духа и души, который должен состояться в каждом человеке. Некоторые символы и обряды древних мистерий остались в современной повседневной жизни. Одним из таких обрядов является свадьба. Невеста, одетая в белое, олицетворяет собой душу человека. Белый цвет является символом чистоты душевных устремлений. Помимо этого, белый цвет – это цвет смерти. Душа умирает для материального мира, чтобы переродиться и стать женой своему возлюбленному духу, олицетворением которого является жених. Жених одет в черное, что олицетворяет вселенскую тайну. Жених убирает с глаз невесты фату. Этот жест означает просветление души и избавление ее от иллюзий материального мира, благодаря знанию о вечном, которое принес с собой дух. Внешняя свадьба является образом глубокой интимной внутренней мистерии в каждом человеке, являющейся свадьбой духа и души.
Так каждый человек обретает смысл жизни и с благоговением принимает собственную судьбу, становясь счастливым. Сказка об Аладдине. Источники этой сказки находятся в древних мистериях Ближнего Востока. Аладдин олицетворяет собой человеческий разум, который благодаря волшебной лампе становится принцем. Но что же олицетворяет собой лампа со всемогущим джинном? Это мудрость, которая позволяет разуму использовать во благо силы природы, которая олицетворяет джин. Лампа находится Аладдином под землей. Это говорит о том, что мудрость добывается через преодоление земных сложностей. Ковер-самолет, на котором Аладдин спасает принцессу от злобного волшебника, олицетворяет собой развитую духовность человека, которая позволяет ему парить над материальным миром. Принцесса является душой, а злой волшебник представляет собой человеческий эгоизм, который держит в своем плену душу. Владея мудростью, разум становится принцем благодаря свадьбе с принцессой. Победив эго и соединившись с душой, разум становится полноправным властителем материального мира, что скрыто за образом правления Аладдина в Багдаде. Образ владения городом является одним из самых древних символов, подсказывающих человеку, что он должен обрести внутренний мир, стать принцем, соединив в себе дух и душу, и начать править собственной жизнью и судьбой. Этот символ встречается помимо прочего в Библии, когда Иисус в качестве царя на ослике въезжает в Иерусалим. Если постараться разгадать символику этого действа, то мы сможем понять, что Иисус представляет собой дух человека, который, укротив животную природу, скрытую в образе осла, становится царем собственной жизни, символом которой выступает город Иерусалим. Интересно отметить, что один из самых загадочных мистиков и философов древнего Китая, Лао Цзы, по легенде покинул этот мир, скрывшись за горизонтом верхом на ослике. Благодаря глубокому пониманию символизма, скрытого в сказках, каждый человек может соприкоснуться с мудростью древних мистерий, которая способна придать смысл человеческой жизни и наделить человека силой и властью над собственной низменной природой. Мудрость древних мистерий учит, что человек может стать счастливым и познать истинную любовь только в том случае, если внутри него состоится свадебный союз духа и души. Дух привносит в человеческую жизнь знание о вечности, освобождая душу от материального плена. Одухотворенная душа облагораживает человека и позволяет ему раскрыть свой внутренний созидательный потенциал. Так, человек становится творцом собственной судьбы. С помощью творчества и искреннего труда человек становится счастливым и делает счастливыми тех, с кем соприкасается. Главная цель сказок заключается в том, чтобы напоминать человеку, что окружающий мир является не просто чередой серых дней, а представляет собой тайну, которую человек должен разгадать. Сказки говорят о том, что мир никогда не был скучен и однообразен, что в нем есть магия и волшебные знания, которыми владеют мудрецы и которые были всегда до рождения человека и будут всегда после того, как он покинет этот мир. Эти знания являются ключом к счастливой жизни, потому что они открывают перед человеком понимание того, что он сам представляет собой вечную тайну, благодаря которой солнце каждый день сходит над землей, и о которой, чтобы не разбудить людей, каждую ночь шепчутся боги, зажигая звезды на ночном небосводе.